Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание народным приметам на 14 февраля. Поговорим о церковном празднике, поговорим о предпразднестве праздника Великого, которого мы с вами будем отмечать 15 февраля. Также уделим внимание народному календарю и тому, что можно и чего нельзя делать в этот день. Итак, друзья, далее все более подробно. Православная церковь 14 февраля почитает память мученика Трифона, который отдал свою жизнь за веру при императоре Деции Трояне. Святой Трифон жил во Фригии на территории современной Малой Азии. С детских лет был наделен уже силой чудотворения. Греческие источники рассказывают, как Трифон спас жителей своего родного селения Кампасада от голода. Однажды появились гады и вредные насекомые, угрожая уничтожить всю зелень и посевы. По молитве Трифона на землю явился ангел, который поразил вредителей, а сам святой, согласно легенде, связал их клятвою, чтобы они ушли в недоступные места. Уже будучи отроком, Трифон обладал силой исцеления. Он способен был изгонять бесов из людей и исцелять различные болезни. Одним из его наиболее известных чудес было изгнание нечистого духа из дочери римского императора Гордиана. Сам бес, согласно легенде, признал, что никто, кроме Трифона, не сможет изгнать его из девушки. Однако в 249 году на римский престол взошел император Деций, и начались жестокие гонения на христиан. В 250 году святой Трифон был схвачен, подвергнут страшным истязаниям и, наконец, казнен за свою веру. Память мученика Трифона остается важной для нас с вами, православных христиан, напоминая о силе веры и готовности жертвовать даже жизнью во имя Христа. Его история также служит источником вдохновения и утешения в трудные времена. Также 14 февраля, друзья, предпразднество Сретения Господня. Это день, который предшествует основному празднику Сретения Господня в православной церкви. Сретение Господня, также известное как Сретение Господа Бога нашего Иисуса Христа, является одним из важнейших праздников в православном христианстве. Он отмечается 40 дней после Рождества Христова и отмечает принесение младенца Иисуса Христа в храм Иерусалима матерью его Богородицей Марией и праведным старцем Иосифом. Друзья, далее давайте уделим внимание народному календарю на этот день, 14 февраля. Итак, в народном календаре отмечается день, который назвали как Трифонов день. Также еще известен этот день как Трифон-перезимник или Трифон-мышегон. Трифонов день имеет свои корни в христианской традиции, связанной с памятью мученика Трифона, которого церковь чтит 14 февраля. Однако помимо религиозной значимости, этот день имеет свои очень важные аспекты, отражающие народные представления и обычаи. Одним из наиболее важных аспектов этого дня является его связь с сельскохозяйственными работами. В народных обычаях этот день часто ассоциируется с началом весенних подготовительных работ на поле. В некоторых регионах считается, что если Трифонов день выпадает на солнечный день, то это предвещает ранний приход тепла и весны, что важно для сельскохозяйственных работников и фермеров. Кроме того, в некоторых местах Трифонов день связан с борьбой с мышами и другими вредителями в сельской местности. Поэтому этот день получил прозвище еще как Трифон-мышегон. И люди в этот день проводили специальные обряды и мероприятия, направленные на уменьшение численности вредителей. Также Трифонов день часто отмечается в сельских общинах сбором и празднованием. Люди могли собираться вместе, чтобы пожелать друг другу удачи в новом сезоне и поделиться опытом и советами по ведению сельского хозяйства.
Одним из интересных традиций, связанных с Трифоном днем, является молитва девушек святому Трифону о хороших женихах. Февраль – это пора, когда природа пробуждается к жизни, а вместе с ней и чувства молодых людей. Девицы молились святому Трифону в этот день, ища поддержки в поиске своей второй половинки. Помимо молитвы, девушки гадали еще и по птицам, чтобы предугадать характер своего будущего супруга. Этот обычай сохранился и сегодня. Если в этот день, 14 февраля, вы увидите синичку, то ваш суженый будет молодым, добрым и веселым. Если ворону, то супруг будет старше вас и строгим. Ну а если сороку, то муж будет болтливым и легкомысленным. Но Трифонов день не только для незамужних девушек. Замужние женщины, желающие завести ребенка, проводили особый обряд в этот день. Бросали в водоем, на котором практически нет льда, букет цветов и молились Богу о благополучии и о семейном счастье. Конечно же, Трифонов день считался и благоприятным временем для заключения брака. Если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, считается, что им будут не страшны никакие преграды и соблазны. Брак, заключенный 14 февраля, обещает быть счастливым и крепким. Конечно же, в крестьянском сознании святой Трифон всегда был воспринимаем как надежный заступник сельского хозяйства от насекомых, червей, мышей и всевозможных гадов. Поэтому его покровительство также охватывало и домашних птиц, и поэтому его часто изображали на иконах с белой птицей около плеча или на руке. Эти образы символизировали заботу и защиту святого Трифона над сельским хозяйством и животными. Кроме того, в этот день святого Трифона, а также уже на само Сретение, традиционно проходили обряды, связанные с покровительством домашних птиц и обращением к святому за благословением для сельской работы. Одним из таких обрядов было кормление домашних птиц. Люди понимали, что их благополучие зависит от урожая и благословения святого, поэтому уделяли особое внимание заботе о птицах. Кроме того, на Трифонов день традиционно делали свечи, которые затем несли в церковь для освящения на Сретение Господне. Этот обычай символизировал прославление святого и просили охраны и благословения. Кроме того, день Трифона сопровождался различными обрядами, направленными на защиту сельского хозяйства от грызунов. Особенно в конце зимы, когда голодные грызуны начинали подбираться к зернохранилищам и домам. Один из таких обрядов состоял в том, чтобы заговорить против мышей. Крестьяне верили, что, совершая определенные действия и произнося определенные молитвы в этот день, можно отпугнуть грызунов и защитить свои запасы зерна и продуктов. Этот обряд имел как реальное, так и символическое значение. И ввиду того, что грызуны действительно становились угрозой для хранения продовольствия, поэтому наши предки принимали меры для защиты своих запасов. Также защита против мышей была связана с легендом и о святом Трифоне, который, согласно преданию, изгнал насекомых и гадов из своего селения Капсада. Интересно, что крестьяне в этот день не только совершали определенные магические обряды, но и совершали крестные ходы с молитвами Божьей Матери, Спасителю и святому Трифону по полям и участкам. Они верили, что после такого обхода вредители исчезнут, а урожай, соответственно, будет спасен. Такие вот крестные ходы часто проводились на Красную Горку, символизируя желание защитить землю и урожай. А люди, рожденные 14 февраля, считаются любимчиками судьбы, которые часто дарят им удачу и успех. Как правило, такие люди обладают сообразительностью, остроумием и позитивным настроением. Они редко печалятся и всегда готовы видеть вокруг себя светлую сторону жизни.
Поэтому мы рекомендуем вам, тем, кто родился 14 февраля, носить такие как амулеты, которые могут принести вам удачу и защиту. Это носите алмаз и огненный опал. Таким образом вы будете поддерживать свою энергию и направлять ее в нужное русло. Именно эти камни могут стать замечательным подарком для таких людей, наполнив их жизнь светом, энтузиазмом и удачей. Кроме того, что же касательно снов, то знаете, что сны, которые снятся в эту ночь, имеют особенную силу и могут быть вещими. Сон, который снится в ночь на 14 февраля, может сбыться в течение 3 дней после того, как вы проснетесь. Приятный и красивый сон говорит о том, что вы на правильном пути к успеху и к удаче. Вас ожидают радостные события и приятные перемены в жизни. Однако, если ваш сон непонятный, странный, лишенный смысла и логики, это может говорить о том, что вы запутались в своих мыслях и в своих действиях. Ваша жизнь может находиться в состоянии хаоса, и вам стоит обратить внимание на свои действия и на свои решения, чтобы избежать неприятностей и каких-либо бед в будущем. Давайте теперь поговорим о том, что же нужно было сделать в этот день, 14 февраля. 14 февраля, друзья, это не только день памяти святого Трифона, который ассоциировался с различными обычаями и народными приметами. В этот день и празднуют День святого Валентина. Также в этот день наши предки уделяли особое внимание обряду против мышей. Дело в том, что наши предки верили, что, совершая определенные ритуалы, можно изгнать грызунов из своего дома или села. Также в этот день девушки молились святому Трифону о хороших женихах, ведь впереди масленичные гуляния и период свадебных торжеств. Ну и, конечно же, святой Валентин добавил к этому списку еще один интересный обычай – дарить открытки в форме сердечек, известные как валентинки, и маленькие подарки своим любимым. Этот день также считается благоприятным для помолвки и для заключения брака. Кроме того, считается, что незамужним девушкам в этот день стоит обратить внимание на первого встречного человека. Если это будет женщина с ребенком в коляске, то, согласно народной примете, в этом году девушка встретит свою судьбу. А если в коляске окажется двойня, то ее ждет скорое замужество. И, конечно же, в этот день загадывайте желание, потому что, согласно народным поверьям, оно обязательно сбудется. Давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 14 февраля по народным приметам, традициям и обрядам. Одним из основных запретов в этот день является ложь и обман. Считается, что святой Трифон не терпит лжи, поэтому важно быть честным и откровенным со своими близкими. Любой обман или лукавство может привести к неприятным последствиям, таким как конфликты или разочарования. Также не рекомендуется и ссориться в этот день. Стоит стараться проявлять терпимость, уважение и любовь к своим близким. Компромиссы и мирное общение помогут вам избежать конфликтов и сохранить гармонию в отношениях не только в этот день, но и на протяжении всего года. Ну а те, кто нарушит такие запреты, грозят любовные разочарования и неприятности со второй половинкой. Поэтому важно проявлять внимание и заботу к своим близким и избегать поступков, которые могут навредить отношениям. Также в этот день нельзя было смотреть на ворон и других черных птиц. Согласно этой примете, рассматривание чернокрылой птицы может привести к тому, что женщина выйдет замуж за очень жесткого и грубого человека. Жизнь с таким партнером будет полна унижений и обид. Поэтому, чтобы избежать подобной судьбы, женщинам рекомендуется избегать контакта с черными птицами в этот день. Также не рекомендуется и грустить в этот день. Подобные негативные эмоции могут привести к длительному отсутствию радости в жизни. Поэтому важно провести этот день в добром и жизнерадостном настроении, веря в чудо и любовь. Позитивный настрой поможет привлечь в жизнь новые яркие события и отношения.
Кроме того, этот день не рекомендуем проводить в одиночестве, иначе весь год придется провести без партнера. Ну а чтобы избежать такого сценария, рекомендуется организовать встречу с друзьями или посетить какие-то интересные места, ну такие как театры, кинотеатры, возможно, каток. Это поможет не только избежать одиночества, но и создать приятную атмосферу и весело провести время. Также в этот день незамужним девушкам не следует гладить уличных котов. По этой примете, если девушка сделает это, то ее будущий супруг будет легкомысленным и склонным к изменам. Хотя это может показаться суеверием, но многие люди придерживаются этой народной приметы и стараются избегать контакта с уличными котами. Также в этот день очень важное значение уделялось встрече с подбежавшей собакой. Согласно поверьям, если одинокий парень или девушка встречает на своем пути собаку, то это может быть знаком того, что скоро они встретят свою вторую половинку. Считается, что животное может быть послано судьбой, чтобы указать на предстоящую встречу. Поэтому не стоит гнать от себя подбежавшую собаку, ведь это может быть началом чего-то особенного. Наоборот, тот, кто прогонит песика или проигнорирует этот знак, может упустить свою судьбу. Также сегодня не рекомендуется покупать и дарить острые предметы, часы, платки и зеркала. Такие подарки могут привести к расставанию или конфликтам в отношениях. Вместо этого стоит выбирать более мягкие и символичные подарки, которые будут наполнены теплом и заботой. Также в этот день обязательно контролируйте свои мысли и эмоции. Ни в коем случае не допускайте негативных мыслей, злости или обиды на кого-то, потому что подобные эмоции приведут к конфликтам и к неприятностям. И вот такой, друзья, у нас с вами день 14 февраля по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите «благодарю», нам будет, друзья, очень приятно. Кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, друзья, ссылка есть в описании к этому видео, любая сумма, которую вы считаете, нам будет очень достаточно приятно. Друзья, ну прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.